Глич-эффект — это довольно популярная у нас у всех тема. И я решил разобрать, как сделать глич-эффект. Да не просто разобрать, как сделать глич-эффект, например, в Photoshop, в Vegas и во всех остальных программах. Мы сразу разберем, как сделать глич-эффект и в Photoshop, и в Vegas. Зачем разъединять видео, если все можно собрать просто в одну кучу, правильно? Погнали! Заходим в наш любимый Photoshop и открываем какую-нибудь картиночку. Итак, вот она, наша пикча. С чего мы начнем? Кстати говоря, да, я опять клянчу лайки, бла-бла-бла-бла-бла. Но вы заметили, что уже какой пятый или шестой день, по-моему, подряд выходят видосы. И если бы вы влепили как можно больше лайков, меня бы это смотивировало сделать и завтра новый видос, и послезавтра, и послезавтра. С вас на этих видосах я требую просто как можно больше лайков, как можно больше поддержки, комментариев и так далее. Это сильно мотивирует делать новые видосы. Как вы понимаете, именно благодаря вашей поддержке я эту неделю пилю видосы каждый день. А как вы можете догадаться, пилить туториалы каждый день — это не самое простое дело. Это не летсплей, я просто сел, записал 30 минут, загрузил на YouTube и все. Это надо придумать идею, смонтировать, ну, думаю, понимаете. Просто с вас нужна поддержка, я буду очень благодарен. Не будем медлить и погнали дальше. Итак, просто берем и копируем наш фон. Теперь заходим в изображение, коррекция и черно-белое. Здесь просто по умолчанию, окей. Теперь просто еще раз копируем наше черно-белое изображение, клацаем по нему 2 раза, и здесь канал убираем R, то есть это у нас Red. Взяв и перетащив наше изображение сверху влево или вправо, мы получим знаменитый глич-эффект. Но, понятное дело, на этом мы не остановимся. Это как-то больно просто, что ли. Далее нам очень сильно поможет одна крутая штука. А именно Scan Lines, то есть линии сканирования. Нам нужно выбрать какой-нибудь из них и просто взять и сохранить на комп. Итак, я нашел примерно вот такое изображение. Растяну его на всю работу. Тут особо качество не теряется, поэтому вообще не важно, как растягивать. Делаем режим прикрытия, и у нас создается такой эффект пленки, что ли, как будто пленку заживало. Кстати говоря, у меня принтер, сука, иногда так печатает. Вообще бесит эти линии, ненавижу их, и принтер мой ненавижу. Чтобы меньше бесило, сделаем непрозрачность на 60. Далее с шифтом выделяем все слои, нажимаем на папочку, теперь нажимаем Ctrl-J и Ctrl-E. Таким образом у нас создается полное изображение, которое мы сделали из вот этой вот группы. Зачем мы этот слой сделали? А чтобы сделать дополнение к нашему глич-эффекту. Выбираем стандартный инструмент выделения прямоугольником, выделяем ее и, зажав Ctrl, перемещаем налево. Теперь то же самое делаем и с какими-нибудь другими местами. По сути, это все. Довольно просто, согласитесь. Именно поэтому я решил видео не разделять, а сделать все в один. У нас получается глич-эффект. Для усиления эффекта можно наложить градиент, стиль радиальный, и в цветах выбираем цвет черный. Нажимаем ОК и делаем инверсию. Масштаб делаем побольше, где-нибудь на 221. Винетка, ну какой-то называется эффект, он призван именно выделить вот этот вот главный объект посередине, затемнив края вокруг. Но тем не менее, это все, это наш 3D-эффект в Photoshop. Далее перейдем в Vegas Pro. Перед тем, как перейдем именно к обучению в Vegas Pro, должен кое-что вам сказать. Туториал в свое время я посмотрел на канале VNT. Это американский канал, он сделал туториал по этому эффекту глича, так что, собственно, ссылочка на него будет в описании. Я этому научился оттуда, поэтому, ну, сочту нужным это упомянуть. Итак, загрузили наш видеофайл, нажимаем Ctrl-Shift-Q, Ctrl-Shift-Q. Теперь, зажав Ctrl, перетаскиваем наше изображение вверх. После этого нажимаем Alt-9. У нас вылазит генератор мультимедиа. И здесь, опускаясь в самый низ, мы заходим в тестовый образец и накидываем в самый первый. Вы скажете, что за херня? Но не бойтесь, впереди мы еще разберемся. Нажимаем на наш файлик сверху, нажимаем кнопочку FX. И здесь мы находим в самом конце симуляция TV Vegas. Все кидаем в самый минимум, кроме двух настроек. Линейная синхронизация и вертикальная синхронизация. Причем вертикальная синхронизация у нас должна быть поменьше, чем линейная. Теперь нажмем еще раз FX+. Здесь мы находим пикселизация Vegas. Нажимаем 2 раза. ОК. И ставим пикселизацию побольше. Около 800 где-то все примерно. Теперь нажимаем вот сюда. Режим комбинирования. Пользовательский. Карта перемещений Vegas. Окей.
По горизонтали и по вертикали ставим поменьше. И прозрачный фон ставим на обвязка пикселями. И также альфа канал масштабирует RGB каналы. Теперь у нас есть вот такой вот типа глич эффект. Он слишком глич, я бы даже сказал, прям, ну вот прям совсем. Нажмем на слой с нашим видео, файл, свойства. И в режиме стереоскопического 3D ставим аниграфический, красный и синий. Далее со слой. И далее на слой с нашим дитком накидываем эффект, спецэффекты видеособытия. Далее, зайдя в видео спецэффекты, находим настройка стереоскопик 3D и перекидываем на наш фрагмент с нашим персонажем. И сдвиг по горизонтали ставим где-нибудь, ну, на 500. Вау! У нас тот самый эффект 3D. Да, я выбрал не самый лучший видос, но не страшно. Теперь вы спросите, а зачем мы сделали 3 слоя? Типа, какого хера вообще, чё? Но это сделано было неспроста. Значит, зажимая Ctrl, выбираем оба слоя и нажимаем S и вырезаем те моменты, где нам нужен этот глич-эффект. А левые фрагменты мы просто удаляем. Таким образом у нас получается обычный видос, а потом резко... глюки подъехали, и все, далее опять же все нормально. Вот такой вот глич-эффект, вы можете сделать его на длинном видео, просто нарезав вот так вот все фрагментики. Я считаю, это довольно мощная штука и тоже довольно проста в использовании. Видос подошел к концу, у меня была реклама, но за место рекламы я вам посоветую зайти на канал моего братишки Триксмана. Там есть видосы со мной, этот видос со мной, этот со мной, этот, ну там, вот этот тоже. Ну, короче, вы поняли. Довольно крутые нарезки в стиле мармока, типа монтажик, угарчик и так далее. Он мне не платил, я просто решил, типа, зашатаутить его, он делает реально годноту. Ему будет приятненько, а мне будет приятненько, если эти видосы будут смотреть больше народу, все-таки там и я есть, и другие крутые пацаны. В общем, вы поняли, ссылочка в описании. Да, мы таким образом разобрали глич-эффект в фотошопе и разобрали глич-эффект в Вегасе. И надеюсь, то, что вам было это полезно. И, более того, я уверен, то, что у вас прямо сейчас есть какая-то идея, у вас есть какое-то зернышко, какая-то информация, которую вы хотели бы разобрать, какой-нибудь эффект разобрать, какое-нибудь видео разобрать, потом, что они, как это делают. Поэтому, если у вас есть идея для нового видео, пишите об этом в комментариях, это было бы прям мега круто. Более того, не забудьте поддержать этот видос лайком, потому что чем больше лайков, тем чаще я выпускаю видосы. Как вы видите, видео выходит каждый день. Для туториалов это, скажем так, довольно сложно делать. Поэтому ваши идеи и ваши лайки мне очень сильно помогут. Подпишись на канал, если ты этого еще почему-то не сделал. Если была бы подписочка, это было бы вообще прикольно и замечательно. С тебя подписка, лайк, комментарий. Также глянь еще эти два видосика, что слева, что справа, они довольно крутые и прикольные. И кнопочка посередине поможет тебе подписаться. А с вами был Дориан Корнет, увидимся в новых видосах. Пока.